Начну сегодня с режима капитана «Очевидность», чтобы появилась возможность сделать логически вытекающие выводы. Философы, политики и экономисты имеют полное право рассматривать развитие человеческой цивилизации со своих собственных позиций. Они, кстати, именно этим и занимаются, причем не первую сотню лет. Но кто может запретить иметь собственный взгляд на ту же тему истории развития человеческой цивилизации энергетикам? Правильно, никто. Понятно, что получится нечто совершенно субъективное, поскольку если залезть, к примеру, ко мне в голову, там сплошные трубы, котлы, реакторы и прочие железяки, окруженные со всех сторон числами, миллионами тонн и миллиардами кубометров. Про всевозможные измы, феодализмы, капитализмы, социализмы мне рассказывали очень давно, почти ничего не помню за ненадобностью. Так вот, для меня история цивилизации – это прежде всего история овладения все новыми источниками энергии и освоения технологий их использования. От мышечной силы самого человека к мышечной силе домашних животных, через освоение химической реакции горения дров до соломы, к энергии ветра и падающей воды, оттуда к углю и куда как к более высокой энергии горения уже этого ресурса. Энергия пара, освоение нефти и природного газа, захват тайн электрической энергии к высшей стадии развития энергетики сегодняшних дней, контролируемой цепной реакцией распада ядра урана. Без спешки, без суеты. До конца позапрошлого века не обращая внимания на шелестящие где-то на заднем фоне измы. Вот в конце XIX века очень многое стало меняться, поскольку совершенно одновременно человеки дошли до создания сразу двух новых научных направлений – электромагнетизма и марксизма. Связь не видите. Так это только на первый поверхностный взгляд. Связь есть, причем весьма основательная. Самый выгодный вид энергии, который человечество тогда шаг за шагом осваивало – электроэнергия, которая за счет мгновенного распространения от места генерации до конечного потребителя, разнесенных порой на десятки и даже сотни километров, позволила рывком разогнать научно-техническую революцию практически во всех отраслях промышленности, транспорта и даже градостроительства. По-моему, я уже приводил эту простую цепочку рассуждений, но отчего бы и не повторить. Простейшая энергосистема состоит из 4 элементов: электростанция, линия электропередач, конечные потребители и дирижер системы, диспетчер. Кто из них в этой системе самый главный? Да нет такого. Без электроэнергии потребитель не включит свои станки, лампочку или ща под потолком, но без потребителей электростанции работать невозможно. Чистая физика. Скорость распространения электромагнитной волны в металлическом проводнике 300 тысяч км в секунду. То есть выработанная электроэнергия должна быть использована через тысячные доли секунды. В ведро или в бочку ее налить не получается. Не получится перебросить электроэнергию без сетей. Без диспетчера не разобраться, кому и сколько электроэнергии требуется в данный конкретный момент. Но если нет электростанции и потребителей, сети и их диспетчер могут курить бамбук. Работы у них в таком случае нет. Нет в этой системе главного. Требуются коллективные, согласованные друг с другом осмысленные действия. Марксизм для всех наших философов, политологов и экономистов наука сложная, спорная, многогранная. А вот для энергетиков тот же марксизм с его коллективным трудом на общее благо – наука инженерная. Попытки отказаться от коллективного осмысленного развития в России стали предпринимать вот уже 20 лет тому как. Результат мы видим. С одной стороны, средний коэффициент установленной мощности в единой энергосистеме России с трудом преодолел 50%. Роторы статоры работают чуть больше половины времени. Еще почти 12 часов в сутки они не шевелятся, поскольку спроса на электроэнергию просто нет. А с другой стороны, верное отключение летом этого года на юге, поскольку на всех потребителей электроэнергии не хватило. Блэкаут в Приморье, поскольку где-то что-то как-то гавкнуло в системе линии электропередач. Недозагруженные электростанции в одном регионе страны, зато в другом дефицит электроэнергии. Мне глубоко чихать, какой именно изм мы у себя умудрились создать. Но развитие энергетики может быть только плановым и централизованным. В любом другом случае, в наших с вами климатических условиях мы будем рыть сами себе яму, а потом упорно пытаться из 4 букв П, А, О и Ж слепить слово «счастье». И ровно такое же соображение касается любой другой страны на планете. Хочешь развиваться, прежде всего развивай энергетику, поскольку она давно уже стала фундаментом любого развития. Хочешь развивать энергетику, развивай ее планово, хотя бы на средние сроки, развивай ее централизованно. С этой точки зрения можно соглашаться или не соглашаться, но прежде чем безудержно критиковать, стоит трезвыми глазами посмотреть на реальные факты, а не останавливать взгляд на страницах какого-нибудь учебника, в котором про какой-нибудь изм что-то умное написано.
Планета достаточно условно разделена на две большие группы стран – развитых и развивающихся. Нет ни одной развивающейся страны, которая имеет возможность развиваться без первичных энергетических ресурсов, поскольку только они способны обеспечить создание объединенной энергосистемы. И только емкая, сбалансированная энергосистема способна обеспечить развитие тех отраслей промышленности, которые позволяют обеспечить развитие экономики и уровня жизни населения. Россия способна обеспечить развивающиеся страны всем, что им необходимо для создания их объединенных энергосистем и решить их транспортные проблемы. Мы поставляем на мировой рынок нефть, природный газ и уголь, занимая немалые сегменты рынка. Именно по этим причинам попытки выключить Россию, исключить ее из мировой системы обмена и торговли, априори обречены на неудачу. Людям нужно ездить и летать, людям хочется кушать, получать приличное вознаграждение за труд. А после рабочего дня прийти домой, где тепло, где комфортная температура, где в холодильнике запасы здоровой пищи, которую можно приготовить не на костре или печке. В жилище хочется иметь холодную горячую воду и исправную канализацию. Отберите у развивающихся стран российские первичные энергетические ресурсы, и вместо развития получится рифма к слову «Европа». Можно изобретать какие угодно обидно-уничижительные эпитеты из раздела «нефтяная игла» и прочее, но факт остается фактом. Мы сохраняем наши базовые условия и уровень жизни, поскольку способны добывать и поставлять потребителям первичные энергетические ресурсы. Безусловно, есть необходимый уровень и уровень достаточный. Вот необходимые нам с вами наши нефть, уголь, газ и обеспечивают, давая возможность вести борьбу за достижение уровня, который мы с вами посчитаем достаточным. И, конечно, нужно учитывать и то, что природный газ – это не только первичный энергетический ресурс, но еще и сырье для производства сельскохозяйственных удобрений, которые обеспечивают урожайность, тем самым позволяя решить еще одну базовую проблему – проблему голода, расстаться с которой сумели далеко не во всех развивающихся странах. И это еще одна причина того, что все мечты о том, что Россию можно каким-то образом изолировать, принудить отказаться от сотрудничества с ней, у коллективного Запада не получится. Не получится не потому, что мы такие хорошие, а они совсем плохие, а по куда как более вульгарной причине. Россия обеспечивает удовлетворение первичных потребностей тех, кому это необходимо. Поэтому уж не знаю кто как, а я только что не аплодировал стоя, когда 10 лет тому назад, в 2014 году, Владимир Путин сделал вторую ставку на развитие нашего агропромышленного сектора. Продукты питания – это тоже то, что крайне востребовано в развивающихся странах, вне зависимости от того, какие у их руководителей политические пристрастия. Нет, я ничего не имею против всевозможного хай-тека и продукции глубокой переработки нефти, газа и угля. Мы обязаны научиться их производить, поскольку это совсем другая маржинальность. Это высокооплачиваемые рабочие места, требующие высокой квалификации. Но есть уровень необходимый и уровень достаточный. Пока мы плотно стоим на уровне, который, безусловно, необходим десяткам стран, у нас будет сохраняться возможность сражаться за уровень, достаточный для нас самих. Наверное, все это звучит несколько цинично, но это не я такой, это жизнь такая. Человек хочет кушать хорошо и жить максимально комфортно. Россия пользуется этим себе во благо и зарубежным потребителям на радость. Вот и славно. Были бы кости, мясо нарастет. Я предлагаю вот с этой точки зрения внимательно присмотреться к тому, что принято называть климатической политикой. Поклонники зеленой энергетики и прочей декарбонизации могут вполне искренне заблуждаться, считая, что это действительно необходимо для борьбы с глобальным изменением климата. Пропаганда работает уже второй десяток лет. Слово «декарбонизация» стало привычным для уха. Но кроме тех, кто заблуждается совершенно искренне, есть ведь и те, кто все это придумал, кто постарался навязать зеленую повестку всей планете, делая это ради чего угодно, но уж точно не во имя спасения природы и прочих красивых слов, которые льют нам в уши бесконечным потоком. Реальных целей у инициаторов зеленого проекта было сразу немало, и отказываться от их достижения ох как не хочется. За счет развития ВИЭ-генерации в собственных странах Евросоюз намеревался кратно снизить свою зависимость от ископаемого топлива. Не расщедрилась матушка природа на крупные месторождения нефти, газа и угля в этом уголке планеты. Разворачивая массовое строительство солнечных и ветряных электростанций, европейские политики рассчитывали, что смогут за счет этой массовости не только создать новые рабочие места, не только снизить себестоимость производимого оборудования,
но и на то, что компании, которые будут вовлечены в этот проект, не забудут вложиться в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, чтобы закрепить за собой технологическое лидерство. Пропаганда, доходящая порой до уровня настоящей истерии, направлена на то, чтобы развивающиеся страны отказались от развития их собственной энергетики за счет традиционных видов генерации, чтобы они согласились с необходимостью делать единственную ставку на те же самые солнечные и ветряные электростанции. Отсутствие угольной и газовой генерации, ставка только на климатически зависимые чистые виды энергетики – это гарантия того, что емких объединенных энергосистем в развивающихся странах не возникнет никогда. Нет надежной, предсказуемой, или, как говорят профессионалы, диспетчеризуемой генерации электроэнергии, не появится возможности для развития этих самых отраслей экономики, которые отличают развитые страны от стран развивающихся. Энергоемкие отрасли – это черная и цветная металлургия, которые являются базовыми для строительства, для автомобилестроения, для самолетостроения, для судостроения. Энергоемкие отрасли – это химические производства, производство цемента, керамики, стекла, бумаги. Это возможность строительства автомобильных и железных дорог. Соглашаешься с зеленым давлением, и твоя страна в категории «развивающаяся» будет оставаться еще несколько сотен лет, пока население окончательно не разбежится или не вымрет. Туризм, ремесленные этнические подделки – живи и будь счастлив. Еще один момент тоже вполне очевидный. Условный диалог. Драгоценное африканское государство. У тебя нет денежек и технологий для строительства солнечных и ветряных электростанций. Это вовсе не беда. Вот тебе кредит, за счет которого мы тебе быстренько все твои проблемы решим. Как рассчитываться? Да что найдем у тебя под землей, тем и рассчитываешься потихонечку. Связанные кредиты, которые уйдут в страны, которые эти кредиты и предоставляют, плюс возможность изымать любые полезные ископаемые по известно каким приятным ценам. То, что все эти цели должны обеспечить коллективному Западу вообще и Евросоюзу в частности возможность убрать такого геополитического противника, каковым для них уже несколько сотен лет является Россия, это еще один бонус, который по замыслу инициаторов зеленой повестки должен был привести к возможности задарма добраться еще и до наших недр, для пущего удобства развалив страну на массу мелких недоразумений. Разницу в подходах видите? Наш, если грубо, живи и дай жить другим. Западный, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Еще одно отличие. Запад желает продолжать грабить прямо сейчас, как он это привык делать за многие годы. Нам же требуется время для того, чтобы рос уровень развивающихся стран, чтобы этот новый рынок постепенно становился все более масштабным и платежеспособным. На их стороне печатный станок, то есть, простите, финансовые возможности и подконтрольная банковская система. И, конечно, есть еще и эмоциональная сторона всего происходящего. Мы построили на выданный нами межгосударственный кредит атомную электростанцию в Белоруссии под неистовые вопли наших же патриотов. Да как вы смели какой-то Белоруссии вот так помогать, когда могли раздать эти деньги беременным пенсионерам и синим пионерам? Вы только посмотрите, какое у нас неправильное правительство. То ли дело правильное правительство в Германии, которое предоставило межгосударственный кредит Египту, чтобы в этой стране компания Siemens построила газовых электростанций под десяток гигаватт. Это оно ведь о своих производителях побеспокоилось. Но это только один из вариантов подмены понятий. Я сильно подозреваю, что многим из вас, уважаемые зрители и слушатели, достаточно совсем немного напрячь память, и вы сами вспомните еще добрый десяток таких же примеров. И еще один момент, прежде чем я попробую перейти к рассказу об одном энергетически-политическом технотриллере, внутри которого все мы с вами очутились около 30 лет тому назад. Зачинщики, инициаторы зеленой повестки работали и пытаются работать не ради абстрактного блага окружающей среды, супротив глобального потепления. Все куда как прозаичнее. Деньги им нужны. Много денег, которые должны перетекать в карманы конечных бенефициаров как можно дольше, желательно несколько поколений. Я попробую восстановить хронологию основных событий, но, разумеется, все перебрать, все подробности в одиночку. Если и возможно, то, наверное, в формате средней толщины книги. Слишком много всего уже произошло и происходит вот прямо сейчас, в режиме онлайн. Но сначала еще одно почти философское рассуждение.
Основным источником прибыли зеленых активистов должно было стать и стало масштабное использование двух технологий производства электроэнергии, при использовании которых действительно не образуются выбросы тепловых газов – фотовольтаика и ветроэнергетические установки. И так уж сложилось, что России конкурировать с теми, кто стартовал первым, практически не получается. Академические и научные исследования в двух этих направлениях в советские времена имелись, но никто из тех, кто ими занимался, и помыслить не мог, что они имеют хоть какие-то масштабные практические перспективы. Максимум, для чего теоретически можно было использовать СЭС и ВЭС, использование их в качестве резервных источников генерации в технологически изолированных районах. В 30-е годы прошлого века на базе работы академика Николая Егоровича Жуковского в Советском Союзе действительно разрабатывали ветроэлектростанции. В том числе в 1931 году под Балаклавой была построена и крупнейшая в мире на то время – 100 киловатт мощностью. В 50-е годы ветряки мощностью 30 киловатт выпускались серийно, использовались для нужд сельского хозяйства в зерновой промышленности. В 1973 году появилась первая государственная программа развития ветроэнергетики. В конце 80-х на эстонском острове Сааремаа был построен вполне себе полноценный ветропарк в составе целых 64 ветрогенераторов, который частично запитывал один из местных рыбзаводов. Еще одно достижение того времени – генератор «Радуга-1» мощностью 1 мегаватт. Одна такая установка работала в Калмыкии до 2014 года. Но для советской энергетики это направление было чем-то вроде хобби, чем-то совсем вспомогательным на фоне гигантских газовых, угольных, атомных электростанций, и комплексная программа по развитию альтернативной энергетики, разработанная в 1989 году, тихо скончалась вместе со страной по имени СССР. К нулевым годам, когда состоялся массовый старт европейских ветро- и солнечных электростанций, мы по уровню развития этих технологий отставали просто безнадежно. Это просто факт, с которым мы стали бороться только в последние 7-8 лет. Итог. Зеленый Запад, завлекая в зону своего влияния развивающиеся страны, в качестве конфетки предлагал и предлагает солнечные ветряные электростанции, а мы к этому пирогу только-только начинаем подбираться. Разумеется, во главе этой технологической гонки эффективные частные собственники, которые предлагают, да ничего они не предлагают. Максимальный уровень локализации производства необходимого оборудования в России достигнут государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Но первые контракты на строительство ветряных электростанций за рубежом у «Росатома» подписаны вот только в этом 2024 году. Про наши гигантуйские достижения с солнечными электростанциями, базирующимися на китайских технологиях, тоже приходится грустным голосом. Хотя есть шансы, что и здесь удастся столкнуть камень. Намечены предварительные условия для работы одной из наших компаний в Южноафриканской Республике. Еще одна безуглеродная технология генерации электроэнергии – гидроэлектростанции, ГЭС. Но и тут у нас не все, слава богу. Огромный задел советского периода, позволивший возводить гигантские ГЭС сначала в европейской части Советского Союза, а потом и в Сибири, и в горной местности Киргизии, Кавказа, Закавказья, Таджикистана и далее во многих странах, как тогда говорили, социалистически ориентированных, в наше время тоже рискует сойти на нет. Последняя на сегодня крупная ГЭС, построенная в России, Усть-Среднеканская, на Колыме, в Магаданской области. И если в самое ближайшее время не произойдут изменения в законодательстве, велик риск того, что она будет вообще последняя. Нам основательно повезло, что государственная компания «Росгидро» сумела сохранить институты гидропроектирования, которые хотя бы изредка находят для себя заказы за пределами России. Но, с другой стороны, потихоньку-полегоньку мы набираем опыт строительства малых ГЭС, в том числе и так называемых контейнерных. Несколько проектов, эффективные частные собственники. Ну да, изливаюсь, конечно. Проекты такие ГЭС в России реализует Росгидро и все тот же Росатом, который уже взялся сразу за несколько проектов еще и в Киргизии. Ну и это тоже только в последние пару лет, и пока весьма и весьма скромно. Особенно в сравнении с Китаем, который при обильной государственной поддержке разворачивает гигантские проекты не только у себя дома, но и в Африке. Что с них с китайцев возьмешь? Не понимают они, как правильно хранить и приумножать государственные деньги. Наши Минфин и ЦБ могли бы преподать уроки, правда? Если говорить о традиционной тепловой электрогенерации, то мы имеем возможность наслаждаться результатами не только реформ РАО ЕС России с развеселой приватизацией наших электростанций, но и с реализацией замечательного принципа углеводорода экспортируем, любые нужные технологии безо всякого труда прикупим, да и все.
В результате мы лихо проскочили переход от этапа обучения китайских специалистов технологиям угольных электростанций к этапу, на котором мы вынуждены были приглашать китайских специалистов на модернизацию российских угольных электростанций. Контракт, подписанный с Казахстаном в мае этого года о строительстве 3 угольных электростанций в этой стране, это первый шаг на пути восстановления отечественных компетенций. При этом шагать собирается, само собой, эффективный частный... Ладно, не буду. Договор подписан государственной компанией «Интеррао». Пусть с опозданием, но мы приступили к созданию собственных технологий газотурбинных электростанций большой мощности. Совсем недавно энергоблок мощностью 110 мегаватт на отечественной газовой турбине вот такой мощности запустили в эксплуатацию специалисты не менее государственной компании «Ростех». Извините за совершенно бессмысленный вопрос. А нам точно жизненно необходима была приватизация электрогенерации 18 лет тому назад, для того, чтобы сейчас все утраченные компетенции восстанавливали государственные компании. Но это все отдельная история. Сегодня о другом. На тот период, когда тот самый коллективный Запад соблазнял развивающиеся страны своими ветровыми, солнечными, газовыми технологиями, когда мимо нас и мимо Запада со свистом куда-то вдали ввысь пронесся Китай, умудрившийся догнать и перегнать в этих направлениях, да еще одновременно усилить свои позиции за счет гидроэнергетики и угольных технологий, что у нас в распоряжении оставалось? Какую альтернативную технологию, отличную от западных и китайских вариантов, мы могли предложить всем тем странам, которым требуется развивать свои объединенные энергосистемы? Солнце, ветер, вода, уголь и газ в минусах, за исключением парогазовых электростанций. Но они больше всего подходят для холодных регионов, где востребована не только электрическая, но и тепловая энергия. Ответ очевиден – атомная энергетика. Предлагаю зафиксировать, что борьбу за восстановление наших в недавнем прошлых передовых технологий ведут исключительно государственные компании. Росатом – ветровые электростанции, Росатом в кооперации с Росгидро – малые ГЭС, научные институты Росгидро – средние и крупные гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции, Интеррао и Росгидро – угольные электростанции, Ростех – газовые турбины большой мощности, а теперь вот по чуть ли не прямым распоряжениям президента страны Интеррао и Газпромэнергохолдинг – тепловые и газовые электростанции сразу в Якутии и в Амурской области. Но это сейчас, ровно через 10 лет после того, как мы вынуждены были познакомиться с антироссийскими рестрикциями со стороны коллективного Запада. Атомные электростанции действительно серьезная альтернатива зеленой повестке, поскольку, с одной стороны, никаких химических реакций горения, то есть никаких выбросов тепловых газов, с другой – никакой зависимости от климата и от времени года. А потому АЭС – замечательный инструмент для формирования надежных энергосистем. И вот тут несколько крайне занимательных фактов. Старт формирования зеленой повестки на международном уровне и даже на уровне ООН состоялся в первой половине 90-х годов. Чуть позже рассмотрим это подробно. В каком состоянии тогда находилась Россия, надеюсь, особо напоминать не требуется. Потому первую атаку мы откровенно прохлопали. Не до того нам в то время было. В числе прочего, в крайне сложном положении у нас пребывала и атомная промышленность. При желании с вашей стороны могу напомнить и задержки по зарплатам даже в ядерном оружейном комплексе, и демонстрации с маршами протестов в исполнении атомщиков. Могли тогда закоперщики зеленой повестки даже под микроскопом увидеть в России противника или конкурента? Конечно, нет. Время такое было. Но, как известно, самое страшное, что может произойти с демагогом, это когда он доводит себя до такого состояния, что и сам начинает верить в собственное вранье. Что порой случается, если господин демагог слишком уж расслабляется. 90-е годы – это время той самой атомной паузы, когда Франция и Штаты, бывшие участники Большой атомной тройки, не строили новые АЭС ни у себя дома, ни у заказчиков за рубежом. При этом они сами себя умудрились убедить в том, что этого и не требуется. Комбинации с зелеными технологиями на тот момент казались совершенно неотразимыми. Поверить в то, что Россия умудрится не потерять еще и собственную атомную школу, у Запада не получилось. Ну, совсем уж наше тогдашнее Министерство атомной промышленности не было похоже на наш нынешний Росатом. В результате на наше щелканье клювом по поводу ветровых и солнечных технологий Запад не менее громогласно прохлопал наш рывок в атомных технологиях. Вот так и живем с той поры. Запад пытается купировать наш прорыв в атомной энергетике, мы стараемся восстановить все компетенции в тепловой, ветровой, солнечной и гидрогенерации.
Для чего? Да для того, чтобы опередить конкурентов в борьбе за расширение технологической сферы влияния среди тех самых развивающихся стран. Они с целью сохранения того самого однополярного мира, основанного на правилах. Мы для построения многополярного мира. Извините, что-то я сам срываюсь на лексикон политологов. Прилипают вот такие высокопарные фразы, как банный лист. Им нужны рынки сбыта и доступ ко всем необходимым природным ресурсам по минимальным ценам. Нам приходится играть в долгую, предлагая странам глобального юга поднимать их уровень развития на взаимовыгодных условиях с целью создания нового, растущего и платежеспособного рынка, на котором никакие односторонние правила никому не нужны. И я вот очень надеюсь, что из истории разрыва отношений с Западом наше руководство вынесло горький, но полезный урок. До той поры, пока мы предлагаем партнерам только и исключительно энергетические ресурсы, наше положение не будет надежным. Для надежности мы обязаны научиться предлагать еще и собственные технологии использования этих ресурсов в энергетике. И вот с этой точки зрения я и попробую напомнить все перипетии развития зеленой повестки и нашего ей противостояния. Противостояние заключается не в тупом отрицании всего, что в эту повестку входит, а переподчинение зеленой повестки здравому смыслу, то есть использование зеленых технологий ради того, чтобы они были не препятствием для развития, а одним из вспомогательных инструментов для оного. Ну и заодно посмотрим, припомним, как шла и идет технологическая конкуренция, прежде всего в атомной отрасли, раз уж так сложилось, что она для России стала, что называется, флагманской. И заранее предупреждаю, что получится пусть небольшой, но цикл передач, поскольку рассматривать придется изрядный хронологический кусок. Экологическо-энергетический технотриллер продолжается вот уже более 30 лет. Время бежит быстро, и сейчас уже мало кто помнит, что нынешняя климатическая вакханалия стартовала в теперь уже далеком 1992 году. Именно тогда была принята рамочная конвенция ООН об изменении климата, которая получила аббревиатуру РКИК. Если зайти на официальный сайт секретариата этой организации, то все выглядит вполне солидно. РКИК вступила в силу 21 марта 1994 года, ратифицирована 197 государствами. Основная цель РКИК – не допустить опасного антропогенного воздействия на климатическую систему Земли. Красиво? Красиво, гуманно, человеколюбиво. Вот только через пару абзацев на первой странице сайта фраза, которая мгновенно заставляет насторожиться. Конвенция переняла важный посыл одного из самых успешных международных договоров в сфере экологии, принятого в 1987 году Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. Договор действительно был невероятно успешным. Под истерические вопли о том, что антифриз в промышленных и бытовых холодильниках с минуты на минуту напрочь разрушит озоновый слой планеты, после чего все живое на ней мгновенно помрет от повышенной радиации, компания General Electric затеяла тотальную смену антифриза на фреон, благодаря чему и сама General Electric, и государственный секретарь США Альберт Горд, стоявший за проталкиванием через ООН того самого Монреальского протокола, аккуратно уложили по карманам многомиллиардную прибыль. Успешно, тут даже спорить не приходится. Для тех, кто сомневается, что РКИК, рамочная конвенция по изменению климата, это масштабирование методов, успешно сработавших с антифризом-фреоном, там же, на официальном сайте РКИК, черным по белому, рамочная конвенция ООН по изменению климата обязала ратифицировавшие его страны действовать в интересах человека даже в условиях неопределенности научных данных. Я сейчас не шучу ни разу, я цитирую. Даже в условиях неопределенности научных данных. Запомним эту фразу, она еще не раз всплывет. Да, что касается дат. РКИК с 1994 года вступила в силу, а голосовали за нее в 1992 году. Голосовала за и Россия. Но Россия, обратите внимание, образца 1992 года. Вот и прохлопали ушами эти прелестные формулировки. Не допустить опасного антропогенного воздействия на климатическую систему Земли даже в условиях неопределенности научных данных. И вот такую формулировку никто даже не пытается спрятать, утаить. Цитирую, я повторяю, с официального сайта секретариата рамочной конвенции по изменению климата.
Борьба с дырами в озоновом слое принесла миллиарды долларов прибыли. А что получилось в случае с пресловутым опасным антропогенным воздействием, нам, пожалуй, только астрономы точно скажут. Они же привычные ко всяким там триллионам и квадриллионам, а мы с вами с непривычки в нулях запутаемся. Не менее занимательное изучение инициаторов, разработчиков рамочной конвенции по изменению климата. В 1950 году при Организации Объединенных Наций была создана Всемирная метеорологическая организация, межправительственное, сугубо научное подразделение, полномочный орган ООН по вопросам наблюдения за состоянием атмосферы Земли и ее взаимодействия с океаном. Дело нужное, важное, куда течет Гольфстрим, почему шалит Эль-Нинья и так далее. Работали ученые и работали, без суеты и спешки, пока в 1985 году вместе с Международным советом по науке и программой ООН по окружающей среде не организовали еще одну структуру – консультативную группу по парниковым газам. Снова небольшая группа ученых, стремившихся всеми силами развивать климатологию как научную дисциплину. Ну а где академическая наука, не имеющая выхлопа в сторону военно-промышленного комплекса, там вечная проблема с финансированием. Так было, так есть, хотя очень хочется, чтобы не было впредь. Годом позже интерес к этой консультативной группе экспертов внезапно появился у тех, у кого с деньгами все было в полном порядке. Агентство по охране окружающей среды Соединенных Штатов Америки и Государственный департамент того же государства. Администрация Рейгана была обеспокоена слишком большим влиянием независимых ученых или независимых органов ООН. Такая вот формулировка. Если ученых нельзя разогнать к чертовой бабушке, нужно попробовать их купить, что и было проделано. Правительство США обменяло финансирование на принудительное создание межправительственной группы экспертов по изменению климата МГИК, что было оформлено в 1988 году. В резолюции ООН по этому поводу были нагромождены вот такие слова. Деятельность человека может изменить глобальные климатические модели, угрожая нынешнему и будущим поколениям потенциально серьезными экономическими и социальными последствиями. Непрерывный рост концентрации парниковых газов может привести к глобальному потеплению с последующим повышением уровня моря, последствия которого могут быть катастрофическими для человечества, если не будут приняты своевременные меры на всех уровнях. Вроде все вполне прилично, но есть нюанс. В соответствии с уставом МГИК, Международная группа экспертов по изменению климата, не проводит собственных оригинальных научных исследований. Она производит всеобъемлющие оценки и доклады по специальным темам и методологиям, которые должны быть основаны на предыдущих докладах и отражать самые последние научные знания. И уже никакой персональной ответственности, поскольку оценки идут по специальным методологиям. В переводе на русский: учитываем те научные исследования, которые нам нравятся, а все прочие не замечаем и при этом прекрасно себя чувствуем. В общем-то, все тот же антифриз на фреон, но уже куда как более масштабно и глобально. Концентрация парниковых газов, глобальный уровень моря, сплошная катастрофа, ежели вдруг без своевременных мер на всех уровнях. Еще через 2 года ученые из МГИК, интересно, откуда они там вдруг появились, если вся их работа оценивать чужие научные исследования, выдали на гора свой первый доклад. Рост среднемировой температуры провоцирует антропогенные выбросы парниковых газов. Всем бояться и бороться. Ну а теперь еще одна цитата. Постепенно сформировался консенсус по поводу необходимости создания документа, который юридически обязал бы государство снижать эмиссии парниковых газов и бороться с последствиями глобального изменения климата. То же самое, но без бюрократических завитушек. Проплаченная и подобранная правительством США группа экспертов при ООН навязала сначала руководству ООН, а затем уже через нее нынешнюю повестку дня. Мы теперь всей планетой обязаны снижать эмиссию парниковых газов и бороться с последствиями глобального изменения климата. То, что это откровенная афера, доказывает и расплывчатость формулировок. В рамочной конвенции по изменению климата парниковые газы просто не названы. Они тут просто парниковые, да и вся недолго. В 1990 году МГИК сформулировала выводы на основании научных разработок, отобранных по специальной методике.
А в 1992 году на саммите тысячелетия в Рио-де-Жанейро состоялось голосование по рамочной конвенции по изменению климата. На придумать, какие газы отнести к парниковому, ушло еще 5 лет. Нормально? 197 государств с 1994 по 1997 год боролись с эмиссией парниковых газов, не удосужившись даже поинтересоваться, о каких конкретно выбросах шла речь. 1997 год – это дата принятия Киотского протокола, цель которого все та же – борьба с выбросами парниковых газов в атмосферу Земли для противодействия глобальному потеплению. Документ вступил в силу с 2005 года. Теперь уже появился список парниковых газов, которых насчитывается 6 штук. Углекислый газ, метан, закись и окиси азота, гидрофторуглероды, перфторуглероды и гексафторид серы. Разработали количественные показатели по всем 6 газам. Надобно вернуть их к показателям 1990 года, чтобы настало всеобщее счастье. Страны, подписавшие Киотский протокол, 192 штуки, поделены на 3 группы. Первая группа – развитые страны, несущие историческую ответственность за нынешний уровень парниковых газов в атмосфере. Им велено платить и каяться. Каяться – сокращать выбросы до квот, определенных Киотским протоколом. Платить – развивающимся странам, у которых тупо не хватает средств для неистовой борьбы с выбросами. Вторая группа – просто каяться, втискиваясь в выделенные квоты. Платить не надо. И это у нас страны развитые, но с экономикой, переходящей от плановой экономики к свободной, куда относится и Россия. Третья группа – развивающиеся страны, которые обязаны получать деньги от первой группы и вколачивать их в снижение выбросов тепловых газов. Нашлось 4 государства, которые просто не стали подписывать протокол, послав всех куда подальше. Афганистан, Андорра, Ватикан и Западная Сахара. Прекратите смеяться, я что, серьезную историю описываю. Не желает Ватикан бороться с выбросами углекислого газа на своей территории. В Афганистане пока не справились с переводом перфторуглерода на родные языки, а вы тут улыбаетесь. А теперь следите за руками. США Киотский протокол в 1998 году подписали, а в 2001 отказались его ратифицировать. В 2012 Канада вежливо сообщила, что она вышла из Киотского протокола. Вот так, простенько и со вкусом. Вложили деньги в раскрутку нового проекта, вложили деньги в разгон истерии о потеплении глобальной температуры. Истерия точно получилась глобальной. Глобальной настолько, что фразу «не допустить опасного антропогенного воздействия на климатическую систему Земли даже в условиях неопределенности научных данных» можно в наглую печатать на первой странице секретариата Рамочной конвенции по изменениям климата. Россия и Киотский протокол. 2002 год. Премьер-министр М.М. Касьянов поручил главе Министерства экономического развития Кудрину А.Л. подготовить проект плана мероприятий по ратификации Киотского протокола. Кудрин действовал линейно. Он обратился в Российскую академию наук, дабы подключить к делу серьезных ученых. Наши ученые, если их долларами с ног до головы 5 раз в день не обсыпать и прочих благ не сулить, работают так, как учили. 2004 год. Ответ Российской академии наук за подписью президента Юрия Сергеевича Осипова. Длинный ответ, так что я тезисно. Киотский протокол не имеет научного обоснования. Раз. 2. Киотский протокол неэффективен для достижения конечной цели, то есть стабилизации концентрации тепловых газов в атмосфере на уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему. И 3. Самое главное, потому цитата. Ратификация Киотского протокола означает существенное юридическое ограничение темпов роста российского ВВП. Точка. Далее. В том же 2004 году Касьянов М.М. вносит проект ратификации Киотского протокола на рассмотрение нашего уважаемого парламента. Госдума «за». Голосование состоялось 22 октября 2004 года. Совет Федерации «за» 27 октября того же года. И финиш. Подпись президента на законопроекте 4 ноября все того же 2004 года. Киотский протокол для России вступил в силу 16 февраля 2005 года. Уже возмутились? Академия наук только что не матом покрыла этот протокол, а наш парламент и президент вот такое себе позволили. Вот только Россия – это такое специальное место, где из любой коричневой субстанции умеют приготовить конфетку. Коричневая субстанция – это наши 90-е, с их разгромом промышленности, если кто вдруг забыл.
В сентябре 2015 года Сергей Лавров на саммите глобального развития вежливо сообщил, что наша с вами страна свои обязательства по Киотскому протоколу перевыполнила, а потому с 2012 года обязательства по нему не выполняет и выполнять не намерена. Мы на этом бреде сивой кобылы даже заработать успели. В 2010 году «Газпромнефть» продала углеродные квоты японцам из Mitsubishi и Nippon Oil, которые образовались в связи с тем, что «Газпромнефть» проложила трубы с Етыпуровского месторождения, по которым попутный нефтяной газ пошел на заводы Сибура. Наверное, можно было бы и дальше дурака валять, но возникла проблема. Действие Киотского протокола было расширено до уровня Парижского соглашения по климату в декабре 2015 года. И вот тут все куда как сложнее. Об этом чуть позже. Я очень прошу не забывать о вердикте нашей Академии наук. Киотский протокол не имеет научного обоснования. Этот вердикт никто не отменял, а Парижское соглашение о климате основано именно на Киотском протоколе. Следствие совершенно очевидно. Все то, что у нас в стране стало основой, базой так называемой климатической стратегии, ровно так же не имеет научного обоснования. Это же относится и ко всему тому, что мы видим по ту сторону наших западных границ. А там истерия, заказанная еще в прошлом веке правительством США, только набирает новый и новый накал.